Я всех приветствую, друзья. В общем-то, я решил продолжить тему консолей и странных устройств, точнее компьютеров в формате портативных мини-ПК или в формате ТВ-приставок. Короче, в этом видео я покажу вам и оценим с вами изделие от компании MSI, и это портативный мини-ПК, некая приставка от MSI, которая идет с геймпадом, и насколько я понял, и все, что нужно, это просто подсоединить ее к телевизору или монитору, законнектить геймпад, и все, можно запускать игры. Но есть нюансы, которые мы обсудим с вами в этом видео. Это не рекламное видео ни в коем случае, я просто взял на время попробовать, что это за чудо, так что мое мнение можно считать, в принципе, оценкой пользователя. И в конце видео я скажу вам цену на эту приставку, а вы уже сами решите, имеет ли это устройство право на жизнь и вообще какой в этом смысл. Окей, что насчет комплектации, я думаю, вы уже все заметили, у нас идет сам компьютер, приставка Trident S, почти как Xbox Series S, даже по размеру они примерно одинаковые. Далее у нас идет геймпад в коробочке, блок питания словно от ноутбука и всякая там документация, плюс переходник для установки SSD накопителя в формате 2,5 дюйма, а также резиновые ножки. И честно, вопросов комплектации нет у меня вообще. Однако мне нравится, если приставка будет лежать именно горизонтально, вроде Xbox Series S, нежели вертикально. Поэтому я открутил сразу ножку и приклеил резиновые снизу. Разницы для вентиляции нет абсолютно никакой, зато подсветка смотрится в таком положении более понятно. Далее мы пройдемся по начинке с вами, все это обязательно изучим, протестируем, но после небольшой паузы. Друзья, наверняка среди зрителей данного видео есть те, кто работает с облачными базами данных или менеджет Kubernetes. Есть отличная новость для вас, Selectel возвращает 100% кэшбэк за использование PaaS-сервисов. Selectel – ведущий провайдер IT-инфраструктуры и облаков. У компании более 24 тысяч клиентов и 6 собственных дата-центров в России. Прямо сейчас Selectel проходит выгодная акция. Разверните ваше приложение или сервис в облаке Selectel и 3 месяца получите 100% кэшбэк за услуги Managed Kubernetes и облачных баз данных. Кроме привлекательной цены на услуги для новых клиентов, у Selectel еще множество преимуществ. Вы можете развернуть гибкую инфраструктуру для Cloud Native приложений в пару кликов из одного окна браузера. Провайдер позаботится об отказоустойчивости и масштабируемости сервисов. Микросервисная архитектура позволяет создавать и обновлять части приложений независимо друг от друга. Кроме того, она безопасна, все продукты Selectel соответствуют 152 ФЗ. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Регистрируйтесь в панели my.selectel.ru и арендуйте Managed Kubernetes или облачные базы данных для микросервисной архитектуры со 100% кэшбэком. Всем удачи, но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, сама консоль мини-ПК имеет следующие характеристики. Разумеется, в такой корпус не стали ставить внешнюю видеокарту, то есть отдельную. Для этого есть иные модели у фирмы MSI. Тут решили просто поставить гибридный процессор Ryzen 5 5600G. Да, тот самый 5600G с видеоядром внутри и сам процессор на 6 ядер 12 потоков. И это вполне такой себе, нормальный десктопный камень, если ставить его в обычную сборку. И это рабочее решение, то есть этот процессор стоит 15 тысяч на секундочку. И если подцепить к нему видяху, хотя бы там, например, 1660 Super, уже будет такая себе нормальная сборочка. Но у нас, как вы понимаете, невозможно поставить еще одну видеокарту, и поэтому все игры будут запускаться на встройке. Максимум, что можно, это прокачать, то есть заменить сам процессор и поставить, например, Ryzen 7 5700G. Но там, знаете, разница будет 5%, не больше, а переплата при этом 6000, так что вариантов нет. Далее, оперативной памяти у нас 8 на секундочку в двухканале, это ноутбучная память DDR4 на частоте 3200, что нормально для видеочипа, но ненормально на 2023. Все же 8 оперативы были актуальны, скажем так, еще в 2019, возможно в 2020, но в 2023 уже минимально, как вы знаете, это 16, тем более видеочип будет точно брать ресурсы для себя, то есть для текстур, именно с оперативной памяти, и значит ее станет еще меньше, чем 8. В общем, довольно спорное решение, но посмотрим, как все это будет в реальности работать в тестах. Пока что именно 8 оперативы оставляют только вопросы. Но окей, едем далее. Что насчет накопителей, то тут все нормально. Стоит быстрый SSD-шник M2 на 512 и есть еще возможность поставить еще один SSD в формате 2,5 дюйма или обычный винт. Короче, по железу это все. Охлаждение, как вы заметили, тут тоже нормально, явно лучше, чем в любом из ноутбуков. Так что, скорее всего, с температурой вообще не будет проблем. Что насчет геймпада, то он у нас идет в комплекте, что
уже приятно, ну а в целом он же продается и отдельно. Я нашел его в DNS почти за 4000. Что тут сказать, даже я не знаю. Нормальный такой себе, удобный, похожий на контроллер от Xbox 360 и что-то между версией от Xbox One. Есть встроенный аккумулятор, есть вибрация, можно сменить крестовину, законнектить через USB приемник. Одним словом, такой себе обычный нормальный джойстик, вообще без вопросов. Сама приставка имеет полностью пластиковую нижнюю часть, то есть снизу, сверху у нас металлическая алюминиевая поверхность, есть подсветочка, разумеется, куда же без нее в 2023, и еще ее можно, кстати, настроить. И при первом запуске нас как раз встречает, разумеется, Windows 11 лицензионная, но специальный лаунчер открывается сверху от MSI и называется он Game Stadium. Это приложение, насколько я понимаю, в котором объединили буквально все возможные варианты запуска игр вместо обычного рабочего стола. И сюда можно добавить обычные ярлыки, скажем там приложения, и также можно запускать Play Market и ставить Android игры. Но я не думаю, что покупая такой мини-ПК, кто-то вообще будет запускать мобильные игры на этом устройстве. Нас интересуют более серьезные вещи, например, запуск игр современных и не только. Например, давайте с вами сейчас же запустим новый Counter-Strike 2 на средних настройках Full HD, но с максимальным FSR мылом на уровне производительности, чтобы хотя бы получить 70-80 FPS. Все же это минимально для сетевых шутанов, и да, в целом можно на средних выжать 80-90 кадров на этой приставке. Единственное, что мне непривычно, это все же стрелять с геймпада. Очень чувствительный прицел, надо настраивать под себя, но так вроде бы сойдет. Да, FSR, разумеется, очень серьезно замылил картинку, тут лучше сразу сидеть, я вам скажу, за 3 метра от телевизора, потому что Full HD телек с FSR это не Full HD на мониторе 24 дюйма, так что это чисто консольный вариант, чем дальше сидеть, тем лучше. По температурам, кстати, обратите внимание, у нас стабильные небольшие 58-60, это очень низкая температура по всем признакам, но оно в целом, знаете, и не удивительно, ведь внутри нормально сделали с охлаждениями, дали давайте чуть усложним задачу и запустим Death Stranding на средних по умолчанию настройках Full HD, но тоже с включенным FSR размытием в режиме производительности. В целом результат, можно сказать, даже приемлемый, все же 40, 45, 50 кадров на средних это далеко не худшая картинка и работает все примерно как на уровне, скажем, PlayStation 4. Однако, еще раз повторюсь, это с включенным FSR, который хочешь не хочешь, но мылит картинку, так что снова уточню, что оптимально с такими настройками сидеть подальше перед телевизором на 3 метра хотя бы. И в таком случае, да, картинка не кажется такой уж и сильно мыльной. Да, лайфхак, конечно, тот еще, признаюсь, но все же я нашел оптимальное решение, по крайней мере, если запускать на телевизоре. Просто если выключить сам FSR, мы получим, в лучшем случае 30 кадров, не самых приятных, так что FSR должен быть включен везде. И это основной спасатель в любой настройке AMD. Нативный Full HD могут потянуть только самые топовые видеоядра, вроде Radeon 780M, которые вышли буквально недавно, но там уже и цена, сами понимаете, мини-компьютер с таким видеоядром стоит по 70-60 тысяч рублей. В общем, все понятно, я думаю, с Death Stranding, и в конце давайте добьем железо окончательно и запустим, например, Cyberpunk. И вот тут уже 30 FPS это считается успехом, потому что даже на пресете настроек от Steam Deck Full HD с самым жестким FSR ультропроизводительность мы получаем 28, 30, 32 кадра. Это и есть предел этого железа. То есть такие же цифры, как и на все той же PlayStation 4 или Steam Deck. Формула все та же, остается сидеть лучше подальше от мыла, и в целом при большом желании можно пройти даже с такими настройками в 30 кадров на средних Full HD. Наверное, мне кажется, будь внутри хотя бы не 8 оперативы, а 16, то видеочип сумел бы забрать себе не 2, а 4 оперативы видеопамяти, и возможно мы получили бы чуть выше фреймрейт. Но опять же, нет версии у нас в продаже на 16 оперативы, только на 8. Тут, если сами пользователи уже могут прокачивать, то, конечно, лучше поставить 16. Тем более 16 оперативы в двухканале стоит сейчас не больше 4000 рублей. Вот как-то так. В общем, я не знаю, что сказать в конце, друзья. С одной стороны, да, можно запустить на этой мини-ПК приставки игры на средних, возможно, настройках с включенным FSR Full HD, а с одной стороны, совсем ли это приставка, а не просто ПК, я тоже до конца не понимаю. Сложно сказать. Для приставки она, скажем так, на уровне PlayStation 4, а для ПК, такой себе нормальный рабочий, в принципе, компьютер, если поставить еще при этом 16 оперативы. И чтобы было более понятно для зрителей, какое железо стоит у нас внутри, я
решил все тоже насобирать, но только по отдельности, если делать сборку. И вышло у меня все комплектующие, которые внутри этой консоли, стоят в среднем порядка 35 тысяч рублей. Плюс, если сюда еще купить геймпад, скажем, за 4000, то почти 40 тысяч вышел бы такой ПК, как внутри этой консоли от MSI. Но и да, цена на эту приставку была на старте продаж 27 тысяч рублей. Потом эта приставка пропала с продажи, и я нашел ее только сейчас на Озоне, и цена у нее 57 тысяч рублей. А за 57 тысяч, вы уже сами понимаете, это далеко не 27, так что делайте выводы сами. Моя задача была просто показать вам эту вещь без своих личных оценок. На этом, друзья, у меня все. Всем еще раз я желаю не болеть, и увидимся уже очень скоро. Всем удачи, пока-пока.